Дата рождения и родители. Шехзаде Баязид родился в Константинополе в 1526 году. Его родителями стали султан Сулейман Великолепный и прекрасная Хюррем Султан. Церемония обрезания. В 1539 году прошла его церемония обрезания. Этот фантастический праздник по тем временам происходил одновременно с обрезанием Шехзаде Джихангира и свадьбой Мехримах Султан. Административные должности. Шехзаде Баязид занимал должности Санджак-бея, Конии, Кютахи и Амасии. После смерти старшего брата Шехзаде Мустафы и смерти его брата Шехзаде Джихангира Баязид стал одним из двух наследников престола вместе со своим братом Селимом. На этом этапе Баязид собрал войско и вступил в борьбу за трон. Эта борьба была результатом не только амбиций Баязида, но и схемами его подстрекателей. В то же время в столице, да и по всей империи, земля стала уходить из-под ног Кануни. Начавшееся недовольство в народе и армии быстро разошлось после убийства Шехзаде Мустафы. Обладая сильным духом, Баязид считал себя выше Селима, любящего удовольствие и вино. Кроме того, озабоченность по поводу применения закона Фатиха, касающегося братоубийства, непременно сыграла свою роль в его попытке бороться за власть в стране. Смерть матери и последствия. Когда Баязид потерял своего самого могущественного покровителя, мать Хюррем Султан, 16 марта 1558 года, он решил заручиться поддержкой отца. В этом случае Кануни счел необходимым сильно отдалить друг от друга своих сыновей, добавив по 300 тысяч акче к наследству каждого из них, и перевел Селима в Конью, а Баязида в Амасию. Произошло это 6 сентября 1558 года. Однако Баязид счел эту перетасовку территорий оскорблением и под каким-то предлогом попытался остаться в Кютахье. Он обращался к отцу, называя это путешествием из рая в ад, но не вызвал у Сулеймана поддержки и покинул Кютахью 28 октября. Баязид прибыл в Амасию 21 декабря 1558 года после долгого путешествия, которое длилось 55 дней. Переписка и переговоры. Тем временем Сулейман Великолепный пытался отвлечь Баязида от братоубийственной войны, но тот не поддавался на уговоры султана остепениться и продолжил еще быстрее набирать свое войско, чтобы выдвинуться войной на Селима. Тогда Кануни решил помочь Селиму, чтобы война сошла в ничью, отправил к нему Соколу Мехмеда. В конце концов, всплески Баязида Сулейман расценил как восстание, и им были получены фетвы о том, что Баязида и его сторонников необходимо срочно убить. Битва и поражение. Между тем Баязид двинулся со своим войском численностью 30 тысяч человек в сторону Селима. Однако утверждается, что его воины были гораздо слабее с точки зрения подготовки по сравнению с регулярными силами, поддерживающими Селима. Битва, начавшаяся 30 мая и продолжавшаяся 2 дня, закончилась поражением Баязида. Бегство в Персию. Быстро вернувшись в свой Санджак, Баязид отправил муфтия к своему отцу с просьбой о прощении. Но Сулейман, не считавший своего сына достойным прощения, приказал немедленно схватить его. После этого Баязид, взяв с собой своих сыновей Архана, Османа, Махмуда и Абдуллу, отправился в бега. Они укрылись в Персии в середине августа
1559 года. Шах Тахмасп приветствовал Баязида на блестящей церемонии. После этого между Кануни, Селимом и Тахмасбом началась переписка и переговоры о сдаче Баязида. В конце концов, султану пришлось принять некоторые просьбы шаха. Соответственно, Тахмасбу будет выплачено 1 200 000 золотых, а крепость Карс будет передана Персии. Кроме того, Селим также дал клятву, в которой говорилось, что он останется другом Ирана, когда станет султаном. Смерть и захоронение. Как только соглашение было достигнуто, представители османской стороны, которые должны были доставить Баязида и его сыновей, прибыли в Казвин 16 июля 1562 года. В четверг, 23 июля, Баязид был казнен, а за ним последовала та же участь для его 4 сыновей. Позже тела этих 5 османских шахзаде были доставлены в Сивас и захоронены. Тем временем был убит 5-й 3-летний сын Баязида, также находившийся в Бурсе. После убийства Баязида Тахмасбу были отправлены некоторые ценные подарки на сумму менее 500 000 золотых, чем было обещано Сулейманом. Описание очевидцами. В архиве есть записи неизвестного путешественника, который в 1555 году встретил человека, похожего на Баязида. Он описал его следующим образом: невысокий, бледный, с желтым лицом, худощавый, с небольшими усами. Другие очевидцы также отмечали, что этот человек был меланхоличен, но при этом любил читать и был добр. Он был поэтичен, умен, скромен, мужествен и отважен. Несмотря на все, что случилось, Баязида описывали как умного, скромного и отважного человека, который любил свою семью и был готов бороться за свои убеждения. А на сегодня все, дорогие мои. Лучшая награда для меня – это ваши лайки, подписки и комментарии. Не забывайте про то, что у нас есть телеграм-канал, группа во ВКонтакте и канал на Дзен. Поэтому, если вам удобно посещать такие наши социальные сети, милости прошу, я вас там всех с нетерпением жду. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что доверяете. Спасибо, что ставите лайк и комментарий к этому видео. Спасибо за обратную связь. С вами была ваша Оливия. Всех обняла. Пока.